Всем привет! Добро пожаловать в мою студию рукоделия. Меня зовут Катя Терельсон, и сегодня я предлагаю вам связать вот такую вот мини-сумочку, чехол для мобильного телефона из рафии. Я вязала эту сумочку по размеру своего собственного телефона, iPhone 13 Pro, непосредственно в чехле. И размер моей сумочки получился где-то 10,5-11 сантиметров. Вы же можете вязать этот чехол по размеру своего гаджета. Для этого вам необходимо измерить ширину своего телефона и добавить 2-2,5 сантиметра для того, чтобы телефон свободно помещался в сумочке непосредственно уже в собственном чехле. Вы можете вязать эту сумочку абсолютно из любой пряжи, ну а я, как всегда, использую свою любимую рафию Испи. И для вязания конкретно этой сумочки у меня ушло чуть больше 1/3 этого ролла, я бы сказала, даже почти половина, это где-то около 100 метров. И использовала я крючок для вязания основного полотна 3 миллиметра. Обвязку же я делала крючком меньшего размера 2,5 миллиметра. Для создания такой сумочки вам также понадобится фурнитура. Это кольца, карабины, магнитная кнопка. И я в этой сумочке в качестве ремешка использовала вот такие вот замшевые шнуры и сплела из них вот такую вот косичку. Если же у вас нет в наличии замшевых шнуров, вы можете связать ремешок из рафии змейкой, либо же вы можете использовать в качестве кроссбоди ремешка вот такую вот цепочку любого цвета, в зависимости от того, какую пряжу для вязания вы используете. Вязать эту сумочку мы будем поворотными рядами, столбиками без накида в раскол. И начинаем мы наше вязание, как всегда, с двойного наборного ряда. Нам необходимо набрать количество петель, равное ширине нашего будущего изделия. И у меня это 10 сантиметров. В 10 сантиметрах я набирала 17 петель. Итак, поехали. Оставляем сантиметров 20 ниточки для двойного наборного ряда. Затягиваем петлю на крючке и начинаем вязать. Вяжем следующим образом. У нас есть вспомогательная нить, которую мы оставили кончик, и основная. Мы накидываем вспомогательную нить на крючок и провязываем 2 петельки основной нитью. Получаем вот такую вот петелечку. Далее продолжаем. Накидываем вспомогательную нить на крючок и провязываем. Накидываем, провязываем, накидываем, провязываем. Накидываем, провязываем. И так провязываем 17 петель. Я провязала двойной наборный ряд, 17 петель. Выглядит он вот таким вот образом. Вверху как бы одна косичка и внизу другая косичка. И между вот этими двумя косичками, вот в эти вот петельки, в эти дырочки, нам будет необходимо вводить крючок и провязывать первый ряд столбиков без накида. Делаем одну воздушную петлю и в первую дырочку мы делаем столбик без накида. Стараемся максимально вытягивать
наши петельки в столбик без накида, чтобы он получался у нас пышным. Далее следующий. Находим следующую петельку, продеваем крючок и вытягиваем столбик без накида. Далее следующую петельку находим и провязываем столбик без накида. И так до конца ряда. И заканчиваем первый ряд мы, провязывая последний столбик без накида, последнюю петлю, максимально вытягивая рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. Далее в начале каждого ряда мы будем вязать воздушную петлю подъема. Переворачиваем вязание и продолжаем вязать. Следующий ряд мы вяжем не обычные столбики без накида, как мы привыкли под столбики без накида предыдущего ряда, а должны найти серединку каждого столбика. Это у нас косичка, перемычка и серединка. То есть как бы вот эту первую галочку мы вкалываем наш крючок и продолжаем вязать столбик без накида. Далее находим следующую верхушку столбика, перемычку и центр столбика предыдущего ряда, вот эту вот галочку. Вкалываем крючок и вытягиваем. Максимально стараемся вытягивать рабочую нить, чтобы столбики получались пышными. Далее опять вкалываем крючок в галочку. Стараемся следить за тем, чтобы с обратной стороны крючок тоже заходил по серединке столбика без накида предыдущего ряда в раскол. Вытягиваем рабочую нить и провязываем. И так вяжем до конца ряда. Последний столбик без накида во втором и последующем рядах мы вяжем следующим образом. Находим петлю подъема, которую мы провязываем в начале каждого ряда, вдеваем в нее крючок, захватываем сбоку вот эту вот ниточку, как бы боковую перемычку, переворачиваем вязание и находим еще одну перемычку первого столбика без накида предыдущего ряда. Вот таким вот образом мы получаем как бы 3 петли на крючке и провязываем в них рабочую нить, стараясь максимально ее вытягивать. И провязываем обычный столбик без накида. Вот таким вот образом у нас получается вязать. Далее опять делаем петлю подъема, опять переворачиваем вязание, отсчитываем 2 петли от крючка, 1, 2, и под третью вершину столбика без накида предыдущего ряда под перемычку находим как бы вот такую вот арочку, галочку, вдеваем крючок, опять-таки не забываем контролировать, чтобы с обратной стороны крючок тоже заходил в раскол. Вытягиваем максимально рабочую нить и вяжем первый столбик без накида в третьем ряду. Далее по той же схеме мы вяжем необходимое нам количество рядов.
Итак, я заканчиваю вязать третий ряд. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, за какие петельки я провязываю последний столбик без накида в каждом ряду. Итак, у нас после того, как мы провязали в последнюю арочку столбик без накида, есть вот такая вот как бы перемычка. Это наша воздушная петля подъема, с которой мы начинаем вязать каждый ряд. В нее мы вставляем крючок. Далее мы видим, что у нас есть еще боковая петелька, как бы тоже перемычка. В нее мы тоже вставляем крючок, поворачиваем изделие, и мы видим еще одну перемычку первого столбика без накида предыдущего ряда. И вот в эти 3 петельки мы вставляем наш крючок. У нас получается 3 петли на крючке, через которые мы должны протянуть нашу рабочую нить, стараясь ее максимально высоко вытянуть. И провязываем столбик без накида. Далее опять делаем одну воздушную петлю подъема и продолжаем вязать необходимое нам количество рядов. Данная модель сумки вяжется единым полотном с учетом размера клапана по размеру вашего телефона. И в моей сумочке я провязывала 72 ряда столбиков без накида в раскол. Ну, а вам необходимо будет сделать свои собственные расчеты в зависимости от плотности вашего вязания и с учетом того, что готовое полотно перед сшиванием будет еще отпариваться, и рафия немножко потянется в ширину и в длину. Поэтому я вам рекомендую в процессе вязания периодически отпаривать уже связанную часть полотна и примерять эту часть к вашему телефончику и таким образом регулировать количество рядов. Я провяжу нужное мне количество рядов основного полотна за кадром и встретимся с вами на следующем этапе вязания. Итак, я провязала необходимое количество рядов основного полотна нашего будущего изделия. И прежде чем приступать к измерению места сгиба полотна и начала клапана, нам необходимо эту деталь хорошенько отпарить. После того, как мы отпарили деталь, мы приступаем к формированию изгиба и отмеряем размер нашего клапана. Делаем это следующим образом. Прикладываем чехол от телефона к одному краю нашей будущей сумки, отступая буквально полсантиметра от края, и сворачиваем как бы пополам нашу будущую сумочку по размеру телефона. Далее мы плотно фиксируем чехол руками, чтобы он у нас не ездил и не ерзал внутри изделия. Переворачиваем, вешаем маркер в место сшивания наших 2 половинок с одной стороны и параллельно с другой стороны. И далее нам необходимо сформировать вот этот вот залом по ширине нашего чехла. Я это делаю с помощью отпаривателя. Просто прохожусь паром еще раз в том месте, где мне необходимо сформировать залом. Я сейчас не буду включать пар, потому что запотеет камера, и сделаю это за кадром. После того, как мы отпарили место изгиба детали, можно уже убирать непосредственно сам чехол из будущего изделия и еще раз с помощью пальцев
сформировать четкие грани нашей сумочки, поскольку рафия отпаренная, она ведет себя очень податливо. И еще раз проверяем и фиксируем начало соединения этих двух деталей. Для того, чтобы наша будущая сумочка не была плоской, прежде чем приступать к сшиванию двух половинок будущего изделия, нам необходимо обвязать каждую сторону столбиками без накида и сформировать как бы вот такие вот боковые грани нашей сумочки. И первую грань мы будем вывязывать той же ниточкой, которой мы вязали основное полотно. И провязывать столбики без накида по краям нашей детали мы будем следующим образом. У нас с боковой стороны детали имеются вот такие как бы косички. Вот такие. И вот такие вот перемычки между ними. И мы будем вдевать наш крючок и провязывать столбики без накида поочередно. Косичку за верхние вот эти вот две петельки и за перемычку. Так, делаем воздушную петлю подъема и провязываем первый столбик без накида в нашу воображаемую косичку. Вот она у нас, вот косичка. Захватываем первую стеночку, вторую и провязываем первый столбик без накида. Далее идет перемычка. Вот она. Делаем второй столбик без накида. Далее опять у нас косичка. Одна стеночка, вторая стеночка. И провязываем столбик без накида. Опять перемычка. Косичка. Перемычка. Косичка. Перемычка. Косичка. И провязывая эти столбики без накида, мы одновременно их заворачиваем как бы на обратную сторону детали. Вот таким вот образом у нас получается одна грань нашей будущей сумочки. Так мы провязываем до нашего маркера, включая вот эту последнюю петлю, в которой вдет этот маркер. Я провяжу эту сторону за кадром и встретимся с вами на этапе вязания второй грани нашей будущей сумки. Я закончила обвязку одной стороны нашей детали столбиками без накида и приступила к обвязке второй стороны изделия, но уже с противоположной стороны. Первую грань мы вязали от края детали, вторую грань мы начинаем вывязывать с противоположной стороны от места, где у нас начинается клапан. Так, поехали. Мы вдеваем крючок
в первую петлю, вытягиваем рабочую нить и вытягиваем петлю на крючке. Таким образом получаем как бы первый столбик без накида, и дальше мы вяжем по такой же схеме: в перемычку, в косичку, в перемычку, в косичку, в перемычку, в косичку. Перемычку, в косичку, перемычку, в косичку. Перемычку, косичку. Перемычку, косичку. И так вяжем до конца. Я закончила вывязывать грани нашей будущей сумочки. Осталось их хорошенько отпарить и загнуть. И после отпаривания граней нашей будущей сумочки мы можем приступать к связыванию двух ее половинок. И связывать я буду эти две половинки рельефным швом, крючком на полмиллиметра меньше, размером 2,5 миллиметра. И для связывания этих двух половинок я решила также использовать контрастную нить, и в этот раз золотистого оттенка. Вяжем рельефный шов следующим образом. Ищем петельку первую нашей одной боковой грани, вдеваем через эту петельку рабочую нить и провязываем воздушную петлю. И далее мы, оставляя рабочую нить под работой, будем провязывать соединительные столбики, поочередно вставляя крючок в каждую вершину столбика без накида наших обеих граней. Вводим крючок в первую петлю следующей грани, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Далее вводим крючок уже в следующую петлю другой грани противоположной, вытягиваем рабочую нить и протягиваем через воздушную петлю. Опять нить у нас осталась под работой. Мы вкалываем крючок в следующую петельку и вытягиваем рабочую нить. Далее в следующую петельку противоположной грани вставляем крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем воздушную петлю на крючке. Следующую косичку вытягиваем рабочую нить и провязываем. Затягиваем, стараемся ровно наши петельки, чтобы у нас вот эти рельефные петельки были приблизительно одного размера. И таким образом связываем две половинки изделия между собой с двух сторон, с этой и с этой. Я закончу связывать две половинки одной стороны изделия за кадром и потом покажу вам, как переходить к связыванию еще двух половинок с другой стороны изделия.
После того, как мы закончили связывать две половинки с одной стороны сумочки, мы вязание не завершаем, а отрезаем эту ниточку где-то на расстоянии 1,5 метров и оставляем ее. И для того, чтобы изделие имело законченную форму, и для того, чтобы выделить грани нашей будущей сумки, мы этой ниточкой при помощи вот такой вот иголочки с тупым концом будем вышивать. Но к этому этапу мы вернемся чуть позже, а сначала мы соединим вот эти две половинки таким же способом, каким мы сшивали вот эти две боковые грани. Я закончила связывать грани нашей сумочки с обеих сторон, и со второй стороны я это делала не сверху вниз, а снизу вверх, потому что этой же рабочей ниточкой мы будем продолжать рельефную обвязку переднего края сумки и клапана. И делать мы это будем следующим образом. Делаем одну воздушную петлю подъема. Первый соединительный столбик мы провязываем в первую воображаемую нашу петельку, и это у нас крайний столбик нашей боковой грани. Провязываем соединительный столбик, делаем петлю подъема, и следующий соединительный столбик мы провязываем под вершину первого столбика без накида. Далее опять делаем воздушную петлю, провязываем соединительный столбик в следующую вершину столбика без накида. Далее опять воздушная петля и провязываем соединительный столбик. Таким образом мы обвязываем передний край изделия и плавно переходим к боковой части, вводя крючок в первый условный столбик без накида боковой грани. Вяжем соединительный столбик, делаем воздушную петлю и вводим крючок в крайний столбик следующей грани и провязываем полустолбик. Далее опять вяжем воздушную петлю и в основание крайнего столбика боковой грани вводим крючок и вяжем соединительный столбик. Ну, вот таким вот образом получается обвязка. Далее приступаем к обвязке клапана. Таким же рельефным швом по такой же схеме, только будем вдевать наш крючок поочередно в косичку, перемычку, в косичку, перемычку, косичку, перемычку. И так будем обвязывать клапан по периметру. Делаем воздушную петлю и находим первую косичку. Провязываем в нее полустолбик. Дальше опять делаем воздушную петлю и в перемычку вставляем крючок и провязываем полустолбик. Я обвяжу клапан за кадром и встретимся с вами уже на этапе вышивки нижнего края изделия. Итак, я завершила обвязку переднего края и клапана сумочки вот таким вот рельефным швом.
покажу поближе. Вот так вот это выглядит. И на этом наше вязание самой сумки закончилось. И теперь с помощью вышивки мы обозначим нижние грани изделия и придадим сумочке законченный вид. Я уже отмерила необходимую длину нити, продела нить в углу. Она должна быть, еще раз повторюсь, вот с таким вот тупым концом. И там, где мы оставляли ниточку с петелькой, мы продеваем ниточку при помощи иголочки в эту вот петельку. Подтягиваем рабочую нить и далее делаем следующее. У нас есть одна грань, вторая грань, и нам нужно нашу вышивку переместить, нашу нитку и работу вот сюда. Делаем мы это следующим образом. У нас по диагонали имеется столбик без накида боковой грани. Мы вводим иголку в ту петельку, откуда у нас выходит рабочая нить. Далее захватываем вот эту вот галочку, то есть вот этот столбик без накида боковой грани, и вытягиваем рабочую нить, протягиваем. И у нас получается как бы вот такая вот косичка, вот такая вот петелька. Аккуратно поправляем ее и дальше продолжаем вышивать вот эту уже грань. И следующая петелька, за которую мы будем цеплять нашу иголочку, вот это. Так, вводим иголку в предыдущую петельку, заводим ее под вот эти две петельки. Вот они у нас галочки идут. Под первую галочку заводим иголочку и протягиваем нить. Поправляем аккуратненько нашу косичку и продолжаем вышивку. Далее вышивать будет проще. Мы будем цеплять нашу иголочку под вот эти вот петельки столбиков без накида, которые мы провязывали в основном полотне. Опять вводим иголочку в предыдущую петельку, захватываем столбик без накида и протягиваем. И у нас получается еще одна косичка. Следующую косичку вышиваем, следующую петельку. И таким же образом продолжаем вышивать одну нижнюю грань и плавно потом перейдем по кругу на вторую грань.
я заканчиваю вышивку одной грани нижнего края сумки и плавно, захватывая иголочкой петельки боковой грани, я перехожу к вышивке второй нижней грани. Дальше Нам необходимо захватить вот эту вот нижнюю петельку рельефного шва боковой грани сумочки. Таким образом мы плавно перешли к вышивке второй нижней грани. Потом вот эта вся наша вышивка еще раз отпарится, и петельки будут ровные. Повернули мы изделие, и дальше, выходя по диагонали на следующую грань, продолжаем вышивать. вдеваем иголочку в петельки столбика без накида боковой грани. Захватываем первые 2 петельки ряда столбиков без накида основного полотна. И так далее до конца второй грани. Итак, я закончила вышивку нижних граней нашей сумочки, отпарила уже вот эти вот наши косички. Сумочка получила более законченный вид. И я также уже прикрепила к сумочке фурнитуру. В этот раз я в качестве кроссбоди ремешка решила использовать позолоченную плоскую цепочку с достаточно мелкими звеньями, и она идеально подходит, на мой взгляд, к этой сумочке и к цвету рельефного шва. Эта цепочка у меня висит на таких маленьких карабинах, которые в свою очередь крепятся к вот таким вот маленьким колечкам, которые я прикрепила к боковым граням сумочки. И мне осталось к этой сумочке пришить магнитную кнопочку. Магнитные кнопки я использую вот такие вот плоские, пришивные. Почему именно плоские? Потому что я предварительно, прежде чем пришить кнопочку к основному изделию, я вяжу для них вот такие вот подушечки. То есть сначала я пришиваю кнопочку к подушечке, а затем уже эту подушечку вместе с кнопкой я пришиваю к изделию. Для чего я это делаю? Ну, во-первых, металл кнопки, пришитой за подушечку, не просвечивается с внешней стороны изделия. Ну и во-вторых, пришитая таким образом кнопка держится более надежно, прочно и смотрится гораздо аккуратнее. Вяжется эта подушечка достаточно просто и зависит от размера вашей кнопки. У меня кнопочка маленькая, поэтому мне было достаточно провязать в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида, и между каждыми 2 столбиками я делала одну воздушную петлю. Таким образом, после отпаривания у меня сформировался вот такой вот маленький квадратик. Потом этот квадратик пришивается к кнопочке, к одной ее части, я уже ее пришила, и ко второй части. Ну и, собственно, потом обе этих части пришиваются к изделию. Вот таким вот образом я это сейчас сделаю за кадром и уже покажу вам готовое изделие. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Это был мой первый бесплатный мастер-класс в подобном формате на моем YouTube-канале. Обязательно оставляйте свои впечатления под видео, что вам понравилось, что бы вам еще хотелось добавить. А я обязательно учту ваши пожелания
при создании своего следующего мастер-класса. Вы меня здорово поддержите, нажав на большой палец вверх под этим видео. Ну и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход следующих мастер-классов. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в моей студии рукоделия. Пока-пока!